Смотрите, мы с вами проанализировали файл с данными CSV и PDF-файл, выписали вот такой вот отчет. Клод нам построил следующие графики. Мы этими графиками поделились с нашими друзьями, опубликовали в публичный доступ, отправили им ссылку. Плюс мы создали вот такую вот викторину, где каждый ваш там, коллега, друг, знакомый может ответить на вопрос, пройти небольшое тестирование. Также мы с вами провели анализ данных команд УЕФА Евро 2024, получили вот такой вот график корреляции между средним возрастом футболистов, которые участвовали на Евро команд, и, соответственно, опытом их тренера. Причем на это все у нас ушло буквально несколько минут, поэтому обязательно посмотрите это видео, если вы хотите научиться анализировать данные, в данном случае с помощью искусственного интеллекта, в данном случае с помощью Claude. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и давайте уже перейдем непосредственно в Claude. Значит, что мы здесь с вами будем делать? Во-первых, мы будем Claude сегодня использовать как аналитика, то есть как аналитика данных. Подобное видео мы записывали с ChatGPT, но сейчас хочется, соответственно, поработать и посмотреть, справится ли с такими заданиями, соответственно, Claude. Значит, где мы будем брать данные для анализа? Значит, у нас есть сайт Kaggle, да, это мировой помощник по работе с данными. Мы можем выгрузить отсюда какие угодно данные и, соответственно, с этими данными работать. В данном случае я выбрал данные команд УЕФА Евро 2024 год. Здесь набор данных содержит информацию о командах, участвующих в турнире Евро 2024. И, соответственно, мы можем эти данные проанализировать. На мой взгляд, брать данные с сайта Kaggle и анализировать их — это самый простой вариант для того, чтобы подойти к обучению анализу данных с помощью искусственного интеллекта, в данном случае с помощью Claude. Но у нас есть также и второй вариант. Второй вариант — это попросить Claude создать какие-либо данные. В данном случае я могу перейти в свой телеграм-канал, взять промпт, который отвечает за создание каких-либо данных. В данном случае я возьму вот этот вот промпт и, соответственно, выгружу этот промпт непосредственно в Claude для того, чтобы он не сгенерировал, соответственно, данные. Я его прошу: сгенерируй мне какие-нибудь фейковые данные для... И здесь вот в чем преимущество наших промптов, которые мы размещаем который я размещаю в свой телеграм-канал, заключается в том, что здесь вы можете их подгонять под себя, под свою нишу, под свою ситуацию. Это очень удобно. Здесь больше 10 тысяч различных промптов на русском, английском языке, плюс промпты для генерации изображения в таких сервисах, как DALL-E, Midjourney, и большое количество видеоуроков и разбор различных сервисов, в основе которых подключен искусственный интеллект. То есть, в принципе, это огромная база данных, доступ к которой я рекомендую получить каждому. Ссылка на мой телеграм-канал находится под этим видео, и там есть вся информация о том, как получить доступ к этой базе. Здесь также есть большая база видеоуроков, и, соответственно, промпты к каждому из видеоуроков вы также получаете в телеграм-канале. Плюс промпты, которые я буду использовать в данном видео, они также будут размещены в телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь на канал, ссылка находится под этим видео. Я немного модернизировал данные, и, соответственно, сейчас я его попросил сгенерировать мне какие-либо данные, фейковые данные по информации по подписчикам и сообщениям в Instagram за 36-месячный период с разбивкой по месяцам. И, соответственно, он мне сейчас сгенерировал такой поток данных в формате CSV, и я могу их просто в один клик, соответственно, скачать. Вот я нажимаю Download и скачиваю эти данные, и с этими данными я уже могу работать. Но также я могу работать с теми данными, которые мы нашли. Вот это данные команд УЕФА и Евро, я также их скачаю, и потому что здесь больше данных и получится большее количество диаграмм, большее количество аналитики, так будет, на мой взгляд, интереснее. Хорошо, значит, мы скачали два файла, и теперь нам нужно запустить новый чат. Давайте сначала потренируемся на тех данных, которые он нам сгенерировал. То есть я в него выгружаю эти данные и также у него спрашиваю, что отображается в этих данных. И теперь он, по идее, по тем данным, которые он сам сгенерировал, он представит информацию, что в этом файле, соответственно, отображается. Эти данные отображают статистику Instagram-аккаунта, предположительно компании или бренда фирма, так мы назвали свою компанию или бренд, за период в 36 месяцев. Данные представляют следующие показатели: месяц, подписчики и сообщения.
И все, в принципе, здесь понятно, то есть он сам создал эти данные, взял 3 графы, 36 месяцев и информацию об этом, обо всем разложил вот в таком вот формате. Но давайте немножко усложним задачу и выгрузим в него не тот файл, который мы скачали с сайта Kaggle. Файл с данными по чемпионату Европы по футболу 2024 года, который только что прошел. И также его спрашиваем, что отображается в этих данных. И он уже здесь подробно расписывает, да, что отображается в этих данных. В этих данных отображается информация о командах, участвующих в УЕФА Евро 2004, чемпионат Европы по футболу 2024 года. Вот краткое описание информации. Я, честно, не смотрел этот файл. Здесь, значит, есть рейтинги, общее количество команд, которая квалифицировалась на турнир, средний возраст игроков, имя капитана и недавние результаты, последние 10 матчей. И, соответственно, здесь данные включают информацию о 24 командах, которые будут участвовать в турнире. Сейчас мы, то есть наша основная задача, это с помощью Клода провести анализ этого файла и составить те самые визуально привлекательные диаграммы. Что мы его для начала можем спросить? Я для этого захожу опять в свой телеграм-канал и выбираю вот такой вот промпт. Какие отношения между вариант 1 и вариант 2. И здесь нам необходимо просто вставить свои данные. Если переводить этот промпт на русский язык, то какая связь между, я выбрал первое, способ квалификации на турнир и рейтингом FIFA, то есть рейтинг FIFA и способ квалификации на турнир. Здесь есть информация, как команда квалифицировалась на турнир, я именно эту информацию сюда и хочу вбить. И, например, рейтингом FIFA. То есть мне интересно узнать корреляцию и связь между этими двумя параметрами. И сейчас он начал проводить, соответственно, такой анализ. Он начал рассматривать рейтинг команды и название команды и, соответственно, как команда квалифицировалась на турнир. И начал искать взаимосвязь между этими двумя параметрами. Плюс он после анализа выдал нам отчет, то есть что победители группы в основном это команды с высоким рейтингом. И выводы. Существует заметная корреляция между высоким рейтингом FIFA и прямой квалификацией через победу в группе. То есть он провел анализ этих данных и на основе них выдал нам какой-то ответ. Мне кажется, что это достаточно интересно, да, удобно и быстро он все это сделал. Значит, если бы мы вручную проводили эту корреляцию, то у нас бы ушло, скорее всего, на это огромное количество времени. Хорошо, значит, что мы еще можем попросить его сделать? Мы также можем взять следующий наш промпт. Например, вот этот вот промпт, который тоже отвечает за анализ данных и ввести его непосредственно в Клод. Что мы делаем с помощью этого промпта? Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся ему показать его роль в данный момент. То есть, если переводить на русский язык, то здесь примерно звучит промпт в следующем, что ты являешься экспертом по созданию диаграмм, и твоя задача там составлять диаграммы, сравнивать определенные показатели и, соответственно, выдавать нам все это в визуально привлекательном формате. И когда мы вводим этот промпт, нам необходимо задать те параметры, которые мы хотим сравнить. Давайте немножко подкорректируем этот промпт и переведем его на русский. То есть ты являешься экспертом по созданию диаграмм, и тебе нужно выполнить, соответственно, провести определенную работу с тем файлом, который мы тебя выгрузили. Значит, я сюда вписал, что мне нужно увидеть корреляцию между как это сказать правильно, средним возрастом игроков команды и продолжительностью работы главного тренера. То есть у меня в моей картине мира существует такое понимание, что, скорее всего, те тренера, которые меньше, то есть которые только приходят на работу с командой, они, соответственно, берут и более молодых игроков для будущей перспективы. Хотя я в этом, может быть, ошибаюсь. И ошибаюсь в этом я или нет, мы сейчас увидим на диаграмме, которую, соответственно, он построит. Значит, смотрите, он начинает строить диаграмму. То есть он сейчас начинает анализировать возраст, средний возраст игроков и анализировать время, которое тренер проводит, то есть время, которое затрачивает тренер на работу с этой командой. И выдает нам вот такой вот график. По этому графику, да, вот мы можем посмотреть еще раз, как он загружается. И этот график он построил на основе наших данных. То есть, что мы его просили? Мы его просили сделать две оси.
Первая показывает средний возраст игроков, другая имя главного тренера. То есть слева вот это вот имя и опыт главного тренера в работе. И он показывает, например, что опыт главного тренера в работе в команде Франции, он составляет 12 лет. Средний возраст игроков, соответственно, 26,9. И увидеть корреляцию, то есть где, с какими командами опыт был минимальный, но при этом команда была возрастом ниже. И здесь, например, вот эта вот команда была возрастом ниже, эта команда была в средний возраст ниже. И вот, например, у этой команды, наоборот, самый высокий средний возраст, а при этом опыт тренера при работе с этой командой, он нулевой. То есть, грубо говоря, мы теперь увидели, что наша система как бы не сработала. И все это мы увидели в визуальном графике, который мы его попросили построить. То есть мы не сами разбирались с этим, а он буквально там за несколько секунд там построил этот график, с которым мы можем взаимодействовать, работать и отслеживать результаты этого графика. Мне кажется, очень удобно. Хорошо, давайте сейчас, значит, немножко усложним задачу. Вместо файла с данными мы ему выгрузим готовый отчет и попросим на основе этих отчетов также построить нам определенные графики. Значит, смотрите, я нашел следующий отчет. Я сейчас попробую этот отчет загрузить в Claude и посмотреть вообще, о чем этот отчет и какие, соответственно, задачи мы можем решить с помощью этого отчета. Что я делаю? Я также захожу в свой телеграм-канал и копирую следующий промпт. Тот же промпт служит для анализа. Если детально, то этот промпт звучит следующим образом. То есть ему необходимо сейчас просмотреть эти данные и на основе этих данных, соответственно, этот PDF-файл, на основе этого PDF-файла создать мне интерактивный дашборд, то есть интерактивную таблицу. И он тут же начинает, соответственно, работать с теми данными, которые мы в него прислали. Можно, конечно, было бы в этот промпт еще немножко его скорректировать и добавить, что данные необходимы мне на русском языке, но давайте в следующем элементе мы уже это попросим его сделать. То есть если мы сюда скорректируем и добавим в промпт, ну, скорее всего, уже не скорректируем, давай его попросим так. Если мы его попросим, зададим тот же самый промпт, но добавим, соответственно, приписку, что необходимо сделать на русском языке. Посмотрим, справится ли он с этой задачей. Вообще, когда я работаю с Claude, я заметил такую тенденцию, что он иногда начинает тупить на третьем, пятом, на седьмом, на девятом запросе. Поэтому, когда вводим какие-то корректировки, то часто бывает исследование не совсем корректно, потому что он начинает что-то придумывать там совершенно другое. Поэтому его необходимо проверять. Например, с тем же ChatGPT я такое не замечал. Поэтому приходилось часто открывать новый чат для того, чтобы заново провести ту работу, которая мне необходима была. То есть, когда мы вносим какие-то корректировки, он почему-то начинает тупить. Здесь все сработало хорошо, мы добавили на русском, и смотрите, он проанализировал файл и сказал, что это панель исследований мультимодального рассуждения по цепочке мыслей. Сравнение производительности моделей, соответственно, он сравнил ChatGPT-4 и еще какие-то модели. Он добавил вкладки, то есть сравнение функций этих моделей, и провел анализ, соответственно, ошибок, то есть здравый смысл, логические и другие ошибки. Хорошо, мне, возможно, этих данных не хватает, то есть я не совсем понимаю, о чем здесь идет речь. Я бы хотел его попросить, чтобы он больше дал конкретики об этой информации. Что я делаю для этого? Я захожу опять в свой телеграм-канал и копирую следующий промпт. Также я его прошу, чтобы он ответ свой давал именно на русском языке, поэтому я везде в своих промптах делаю приписку in Russian. Значит, по ChatGPT я такого не замечал, а именно с Claude возникает проблема, когда мы ему задаем запрос на русском языке, он часто также начинает тупить. Поэтому в этом смысле ChatGPT, мне кажется, немножко более адаптированный под русский язык, в отличие от Claude. Значит, смотрите, что мы его попросили? Мы его попросили создать интерактивные диаграммы мониторинга и добавить еще больше текста в данные этих диаграмм. И теперь он в режиме реального времени генерирует, соответственно, нам эти диаграммы. Также мы его попросили добавить отдельную вкладку с тестом из 5 вопросов на основе данных этого файла.
И смотрите, то есть он нам сейчас сделал выжимку, то есть краткое описание исследований. Исследование представляет подход к мультимодальному рассуждению по цепочке мыслей и языковых моделей. Ключевые выводы выписал из этого файла, добавил вкладку «Производительность», куда добавил те самые необходимые нам графики, добавил графику, добавил панель с функциями, да, куда добавил вот эту вот всю информацию, добавил панель с ошибками и провел такую викторину. Викторину, в которой мы можем просто вот так вот потыкать и, соответственно, отправить ему ответы для того, чтобы получить верные для себя ответы. И видим, что вот здесь верный ответ, здесь мы получили неверные ответы, и он тут же нам рассказал, какие ответы будут верны. Но это еще не все. Мне вот понравилась еще одна функция, например, в том, что мы можем, соответственно, этот файл уже в готовом виде скачать, это раз. А во-вторых, мы его можем опубликовать. То есть мы можем этот файл, эти исследования, эти данные сделать публичными. Для этого мы нажимаем опубликовать и нажимаем опубликовать и получить ссылку. После того, как мы опубликовали и получили ссылку, мы можем скопировать, соответственно, эту ссылку, вставить в браузер, либо отправить там своим коллегам, друзьям, знакомым, и вместе с ними уже начинаем проводить тот самый анализ, и они, соответственно, видят все эти данные, ну, либо они проходят тот самый тест, который мы с вами разрабатывали. Вот здесь. И здесь мы уже получили чуть большее количество ответов, и уже можем сравнивать, человек справился с изучением этого материала или нет. Мне кажется, это удобно. Да? Вот смотрите, буквально в несколько секунд мы с вами провели анализ данных команд УЕФА, такой базовый анализ. Мы с вами провели исследования по работе с нейросетями, с искусственным интеллектом. Все это получили в таких интерактивных дашбордах с вкладками, с графиками и наглядной демонстрацией. Мне кажется, очень удобно. Конечно, Claude можно использовать для анализа данных и экономить на этом огромное количество времени и денег. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на телеграм-канал, поставьте лайк, напишите что-то в комментариях. С вами был Гризуевич. Пока.